Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я продолжаю шить квадраты в технике Crazy Quilt. И как и в предыдущих двух видео, я делаю не традиционно, начиная из центра и обшивая потом полосками ткани, а хочу сделать что-то необычное. Я таким образом стараюсь утилизировать, как можно больше потратить лоскутки, которых у меня скопилось очень много всяких обрезков. У меня есть и такие невзрачные совсем, но в этот раз я решила шить яркими лоскутками, поэтому все мои заготовочки очень яркие, нарядные и выглядят прям по-новогоднему. Я пытаюсь в технике Crazy Quilt сшить блоки, которые вообще-то шьются по бумаге. И там нужна прям точность, размеренность, а я ничего не измеряю, не отмеряю, так на глазок все прикидываю. Поэтому все мои получившиеся в результате заготовки получаются такие слегка кривоватые. Но при этом они очень яркие, нарядные, и какой-то шарм есть в том, что они вот такие вот немножечко кривоватые. В последнее время я публикую свои видео по воскресеньям, и я так думаю, что это последнее видео в этом году, потому что следующее воскресенье приходится на 31 декабря. Я не думаю, что кто-то найдет время посмотреть что-то по рукоделию, скорее всего будут смотреть рецепты, какие-то концерты, старые фильмы по телевизору. Вряд ли у них дойдут руки до рукоделия, поэтому, скорее всего, еще будет только шортс с поздравлением, но можно подвести уже итоги за год. В этом году так получилось, что у меня набралось на ютубе 100 тысяч подписчиков. Я жду серебряную кнопку. Давно уже набралось летом, но жду до сих пор, потому что в Россию не высылают, у меня она кружными путями идет. И 40 тысяч почти скоро уже будет на Дзене. В январе будет 3 года моим каналом, и я считаю, что это очень хороший результат. И, конечно, я очень благодарна всем своим подписчикам, которые и лайки ставят, и комментируют, и тем, кто просто смотрит. Не только новички учатся чему-то от меня, но и я, благодаря советам в комментариях, научилась многому от вас. Вот эта ткань у меня такая вот очень нарядно выглядит, но она настолько сыпучая, от нее прям вот, нитки прям сами, и они такие еще прилипчивые, прилипают. Еще ко всему она настолько синтетическая, я не знаю, что там в составе, но ее гладить надо обязательно через что-то проглаживать, потому что она иначе прям вот как стеклянная становится, скукоживается. Не прям, конечно, как капрон, но все-таки надо поаккуратнее с ней. Очень красивая. 3 цвета мне досталось. Вот такой малиновый, красный и бордовый из обрезков моей подруги из ателье. Я им очень рада. Пока что я трачу такие небольшие кусочки, но там есть и покрупнее. Такого размера, что даже и на декоративную наволочку, на маленькую хватит, на подушечку. Вообще вот эта техника Crazy Quilt очень, сумасшедший лоскуток по-русски, если переводить, очень подходит для новичков. Можно на основу пришивать, как Бог на душу положит, и при этом получается красиво, нарядно. Потом предполагается, что нужно еще расшивать, вышивать и расшивать подручными какими-то украшениями, бисером, пайетками, пуговицами. Но я не знаю, тут у меня настолько яркие эти заготовки получаются, что у меня уже терзают смутные сомнения, надо ли вообще в принципе расшивать. Напишите в комментариях, потому что что-то мне не очень-то хочется. Во-первых, такой огромный объем, у меня их много получилось уже, этих квадратов, тем более, что это 1/4 квадрата, деталь. То есть я еще 3 таких уже сделала, и на камеру я снимаю 4-й квадратик. И естественно, что очень большой объем. Если шить какое-то покрывало из таких кусков, получится очень нарядно, ярко. Представляете, вышивать и потом расшивать бисером, пайетками. Это год можно заниматься, а вы же ждете от меня видео каждую неделю. Поэтому я еще подумаю, может быть, я именно эти квадратики и не стану-то вообще расшивать.
Напишите, как вы думаете, что считаете, потому что, конечно, я могу сшить лучше какой-нибудь другой вообще проект, а этот просто вот сделать яркое покрывало нарядное, может быть, простегать. Может быть, это вообще заготовки под будущие наволочки, потому что вот эти квадраты, они где-то 38 на 38 сантиметров. Вот этот маленький 20 на 20, а их когда 4 штуки сшиваешь, получается где-то 38 на 38. И это уже ближе к наволочке на подушечку где-то 40-45 сантиметров. Можно немножечко добавить полосок по сторонам, и будет наволочка. Что вы думаете? Напишите, пожалуйста. Вот такие наволочки, вот если вы возьметесь даже сейчас, вот, да, что-то подобное делать, то к Новому году вы нашьете на подарки наволочек, даже успеете нескольким подругам или кому, родственникам. Будут яркие, нарядные. Конечно, не у всех такие лоскуты. Я вот здесь подпорола немножко, если кто помнит, я там прошила до конца, но я вне камеры подпорола и вот обрезала теперь этот кусочек. Вот последний уголочек у меня остался уже. И будет понятно, что это у меня получилось. Я сама, если честно, вот, не знаю, что получится, пока не сложу. Ну, то есть предполагаю, но вот такие вот эти квадратики. По-моему, очень симпатично. Конечно, они не совпадают тут у меня, эти стороны, потому что я же не по бумаге точно шила, а просто на глазок. Но все равно узор, как, знаете, кривое зеркало, вырисовывается что-то, но какое-то кривоватое. Но все равно очень симпатичное. Смотрите, вот у меня уже вот этот квадрат получился. Ну, я говорю, можно наволочку маленькую сделать, по краям обшить еще полосочками ткани. Здесь вот у меня немножечко я не дошила. Ну, я, наверное, сверху просто такими же нитками прострочу, если я не буду вышивать. Если буду вышивать, то там закреплю вышивкой. Вот такой мальтийский крест в центре вдруг неожиданно получился у меня. Вот эти вот вееры. Очень яркие, нарядные, мне очень они нравятся, эти они поднимают настроение, эти квадраты, заготовки такие. Вот это вот совсем в кривь и в кость, ну прямо авангард какой-то сплошной. Вот такие звезды. Очень симпатично получается, мне нравится. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, что мне из этих квадратов сделать. Конечно, я таким образом утилизирую очень много лоскутков, еще больше создам мелких лоскутков, которые потом пойдут на пиццу. Но вот что мне с ними делать дальше? Покрывало шить или нашить наволочек много ярких, нарядных? Я старалась так подбирать лоскуты, чтобы что-нибудь поблескивало, или атласная полосочка, или вот такие вот блестюшки совсем золотые прямо, чтобы это все выглядело как-то по-новогоднему, потому что настроение уже новогоднее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь, если еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.